Здравствуйте, меня зовут Тарас Тумановский, я Business Application DevOps компании Smart Business. Сегодня мы поговорим с вами про Conditional Access. Я расскажу немножко, что это такое, для чего это нужно, как с этим работать. Мы рассмотрим вводную информацию по данной технологии, и я расскажу базовые политики, которые применяются при использовании данного Conditional Access. Это мы можем проскочить. Значит, что такое вообще Conditional Access? В общем представлении это некая технология, которая позволяет задавать некие условия доступа к порталу, либо к системе управления Ажура, либо приложений, используемых в облачных технологиях, которые по сути распознают некие сигналы, которые генерируются системами, принимает решение, что именно будет с этим сигналом сделано, и обрабатывает его как законченное решение. То есть это по большому счету управление доступом, которое обуславливает распознавание и применение политик сигнала. В общем смысле Conditional Access нужен для того, чтобы идентифицировать пользователя либо устройство, принять решение о дальнейшем действии с этим пользователем либо устройством и передать его в обработку. В общем смысле это набор операторов if-then, которые описываются политиками, и в зависимости от того, что пришло на входе, принимается решение о том, куда отправить. По большому счету набор политик – это сводка операторов, то есть что если пользователь пришел из незнакомой сети, что если пользователь пришел с незнакомого IP-адреса, что если у пользователя устаревшая система аутентификации, что если пользователь впервые входит в систему. Исходя из этих сигналов, система принимает решение, значит, мы должны затребовать у него дополнительную аутентификацию, значит, мы должны заблокировать ему вход, либо значит, мы должны разрешить ему работу с системой. Цели, которые преследует Conditional Access, это возможность работать всегда и везде, невзирая на то, какое устройство, какая операционная система, какой браузер, в частности, либо какая страна нахождения пользователя. И основным пунктом, который является точкой включения Conditional Access, это защита активов организации и защита доменной структуры, в частности Ажура D. Что такое сигналы, общие сигналы? Сигналами может быть пользователь, либо член группы пользователей. То есть, например, если пользователь входит в группу администраторов и запрашивает доступ к управлению ресурсами, Conditional Access, понимая, что управление ресурсами портала – это очень важная часть работы пользователя, и, естественно, не может быть просто дан доступ к управлению ресурсами компании без дополнительного проверки и аутентификации. Соответственно, в зависимости от того, в какую группу входит пользователь, Conditional Access принимает решение проверять дополнительно, либо не проверять. Если пользователь входит в группу пользователей, обычных юзеров, то есть став так называемый, то дополнительные требования чаще всего не выполняются, потому что этим пользователям не даны привилегии на изменение либо Ажур портала, либо изменение какой-то аппликейшенов, либо использование программ, завязанных на хранение информации, либо доступа к каким-то финансовым, грубо говоря, структурам. Также общими сигналами может являться информация о местоположении и IP-адрес. Соответственно, если вы создаете политику, в которой описывается, что доступ к вашей организации доступен только из конкретной страны, остальные страны, из которых приходят запросы, будут подвержены дополнительному требованию аутентификации, либо полностью заблокирован вход в вашу организацию. Можно сделать как черные, так и белые списки. Соответственно, вы можете делать как список разрешенных стран, так и кроме которых больше никакой пользователь ни из какой страны не сможет получить доступ, либо будет подвержен дополнительной аутентификации, либо делать
списке, наоборот, только тех стран, из которых запрещен доступ. То есть если вы разрешаете 4 страны, а остальные запрещаете, это так называемый белый список. Если вы разрешаете только 4 страны, а запрещаете все остальные, это черный список. Также является одним из сигналов это IP-адрес. Соответственно, если вы прописываете пул адресов вашего провайдера, к примеру, офисного, и пользователь входит из другой системы, это является сигналом, который будет распознан conditional access как побуждение к действию, и дополнительно будут произведены определенные операции. Еще сигналами является обнаружение в реальном времени и расчетный риск. Это так интересный термин, который предполагает влияние нестандартного поведения пользователя, нестандартного появления сигнала на дальнейшую судьбу этого сигнала. Соответственно, если пользователь обычно работает из такой-то сети, если обычно пользователь работает из стандартных браузеров, которые являются одобренными в вашей организации, и вдруг ни с того ни с сего происходит так, что пользователь пытается зайти из неодобренного какого-то рейнджа IP-адресов, либо с неодобренного сайта, с браузера пытается зайти в приложение офисное или рабочее, то, естественно, будет принято решение в дальнейшем обработать этот сигнал. Общим сигналом является безопасность общих облачных приложений Microsoft, то бишь, если вы пытаетесь зайти в управление Azure-порталом, естественно, это будет расценено как попытка изменения общих настроек, что автоматически влечет за собой реакцию на проверку, дополнительную аутентификацию пользователя, либо полную блокировку, если пользователь не входит в определенные группы, либо ему не дан доступ к администрированию портала, либо изменению аппликейшенов, которые влияют на безопасность компании. Соответственно, исходя из тех сигналов, которые поступают на входе, Conditional Access принимает общее решение. Есть безусловный запрет доступа, то есть если что-либо из сигнала не нравится, не соответствует политике, не подходит под описание разрешенных структур, естественно, полностью блокируется доступ. Здесь особо никаких настроек нет, здесь можно просто заблокировать доступ и дальше не принимать какое-либо участие в обработке данного сигнала. Вторым методом это предоставление доступа. И вот здесь возникают уже некоторые условия, которые могут быть выполнены дополнительно. Например, один из самых первых и важных моментов – это требование многофакторной аутентификации, так называемая МФА. Соответственно, если происходит среднее положение, то есть заблокировали доступ, среднее положение – это принимаем решение работать с сигналом дальше, и вот здесь начинается обработка непосредственно сигнала и принимается решение требовать многофакторную аутентификацию. Соответственно, у пользователя появляется необходимость аутентифицировать себя дополнительным образом, например, через приложение в телефоне, через звонок, через СМС, неважно, каким-нибудь способом выбранным, что, в принципе, даст доступ к изменению каких-то важных условий, либо кондишенов в портале, в приложениях, либо вообще, в принципе, доступ к офисным приложениям. Вторым моментом можно отметить, требовать, чтобы устройство было помечено как совместимое, то есть существует политика, которая описывает совместимое устройство, так называемое, то есть, например, ваше устройство, ваша компания использует исключительно устройство на операционных системах Windows 10, соответственно, если будет попытка входа из операционной системы ниже десятки, либо с другим билдом, чем Windows 10 19.03, к примеру, то, естественно, будет дополнительным образом вызвана дополнительная система аутентификации, либо МФА, либо любые другие способы, которые доступны политикам. Также может быть устройство быть затребовано как гибридное подключение, соответственно,
К примеру, если компания использует доменные структуры и все персональные компьютеры входят в домен наземный, то требования гибридного подключения в обязательном порядке потребуют, чтобы домен, в котором включен персональный компьютер, был в обязательном порядке наземный, то есть on-premises система. И естественно, что эта on-premises система должна синхронизироваться с облачными сервисами, и только после того, как будет проведена такая проверка, устройство будет одобрено и ему будет доступ дан к сервисам и службам. Следующим вариантом может быть требовать утверждения клиентского приложения. Например, если пользователь входит с мобильного устройства, с телефона, на котором нет определенного программного продукта, к примеру, Outlook от Microsoft, такое устройство не будет допущено к подключению, и доступ будет заблокирован, либо затребована опять-таки дополнительная проверка аутентификации. Очень удобная штука на самом деле, потому что она позволяет с мобильных устройств использовать офисные приложения, заходить в SharePoint, в Outlook, в OneDrive и так далее. Но опять-таки обязательным условием должно быть наличие определенного программного обеспечения на телефоне, для того, чтобы, либо на планшете, чтобы не проходить дополнительную аутентификацию. В предварительном просмотре в бета-версии есть политика защиты приложений. Подробно останавливаться не буду. Вкратце скажу, что это некие дополнительные аплеты, которые ставятся на программы, которые аутентифицируют программное обеспечение, либо приложение, которое вы используете, как защищенное и безопасное. Соответственно, требования выполняются conditional access, и дополнительной аутентификации не требуется. Применяемые политики – это то, что мы можем написать дополнительно для того, чтобы проводить уже анализ поступивших сигналов и принимать решение о предоставлении либо не предоставлении доступа. Самым важным и одним из ключевых моментов является предоставление административных ролей, предоставление доступа пользователям с административными ролями. То есть это те пользователи, которые могут либо отключить данную политику, либо изменить ее под свои требования. Соответственно, для того, чтобы не было атак на эти учетные записи данных пользователей, требование многофакторной аутентификации является ключевым. Соответственно, все, грубо говоря, админы предприятия или организации в обязательном порядке должны проходить эту аутентификацию для того, чтобы не навредить, либо не дать возможность злоумышленникам, грубо дискредитировать учетную запись и с помощью ее войти в изменяемую политику. Требования многофакторной аутентификации для задач управления Ажур – это та же самая практически политика, но здесь не совсем касательно управления Ажур AD, а именно управления самим Ажуром. То есть вы можете использовать любые приложения в облачных сервисах и там, любые application, любые сервис-басы. И для того, чтобы не поломать эту систему, пользователь, который имеет доступ к этим системам, в обязательном порядке должен точно так же проходить многофакторную аутентификацию. Следующая политика – это блокировка входа пользователей, у которых используются протоколы аутентификации, не соответствующие либо устаревшие принятым. Так как компании в большинстве своих случаев используют последние апдейты, либо последние аутентификации, и все это приблизительно на одном и том же уровне находится. При возникновении сигнала, когда какое-то устройство пытается аутентифицироваться с использованием устаревших политик, это является сигналом для того, чтобы принять решение о блокировке доступа, так как, скорее всего, что-то идет не так, и, соответственно, что-то не одобрено, либо не должно аутентифицироваться, получить доступ к сервисам облачным и не иметь возможность подключиться с помощью данного устройства. Следующая политика – это требование надежных расположений для регистрации многофакторной аутентификации. Здесь один из ключевых моментов – это если расположение устройства, к которому предъявляется требование многофакторной аутентификации, находится в небезопасном месте, это тоже является сигналом, который налагает некие ограничения на применение этого устройства. Если вдруг неожиданно МФА определяет, что
обычно пользователь работал через определенную сеть, и в этот момент он начинает работать из другой сети, это ненормально, это должно насторожить как бы обработку этого сигнала. И естественно, что в данной политике прописывается в обязательном порядке, что вот из такого-то и такого-то места можно включать аутентификацию, а из такого не обязательно. Следующая политика – это блокировка предоставления доступа из определенных мест. Соответственно, вы можете предоставить доступ из своей организации ко всем ресурсам для пользователей и заблокировать их для всех других мест, которые не являются нормальными. Например, если каким-то источником атак являются определенные IP-адреса, которые не являются официальными Microsoft, с пулом адресов, начинающих с 52 сети, то естественно, что все запросы к вашим важным аппликейшенам, которые будут приходить из других подсетей, либо из других мест, уже как бы являются не аутентифицированными, не правильными и дискредитировавшими себя, поэтому здесь тоже надо применить политику, запретить доступ, либо логировать эти атаки, либо доступа, и дальше принимать уже решения в любом доступном способе, в ручном режиме или в автоматическом. Блокирование рискованного поведения при входе – это политика, которая позволяет анализировать действия. Например, если пользователь пытается войти через публичные так называемые сети, которые могут в открытом виде передавать, либо сохранять пароли, либо это общедоступные Wi-Fi точки, к примеру, и работа с этих адресов, естественно, будет не являться адекватным и тоже могут подвергаться политике блокировки, к примеру. И последняя политика является требование управляемых организаций устройств для определенных приложений. Соответственно, если вы используете финансовую какую-то отчетность, если у вас приложение в облачном сервисе хранит важную для компании информацию, ну как, вся информация важная, но критически важная информация, то доступ к таким приложениям может осуществляться исключительно с управляемых устройств. Управляемые устройства — это отдельная, наверное, тема будет SmartTalks по Intune. То есть это те устройства, которые управляются непосредственно групповыми политиками вашей компании. То есть это одобренные устройства, которые подключены определенным образом к домену и которые могут в любой момент быть заблокированы либо отключены от компании. По лицензионным требованиям, то есть основным первым лицензионным требованием является лицензия Azure AD Premium P1. Это, скажем так, наверное, первая премиум лицензия, которая позволяет практически весь набор функций использовать Conditional Access. Однако также бывают бесплатные, так называемый free Conditional Access, то есть он не лицензируется и ограничен достаточно сильно функционально. То есть некоторые вещи, которые я буду рассказывать дальше, недоступны в базовой бесплатной версии, а только в P1, в P2. Также есть управление приложениями офисными Office 365. Это входит в лицензии в E1, E3, E5, F1 и F3. Здесь Conditional Access работает исключительно для приложений офисного характера, то есть это Outlook, Excel, Word, ну и так далее. И есть две другие лицензии, это P1 и P2. Более подробно я уберу сейчас с экранчика вот эту мешающую штучку. Да. Более подробная ссылка на экране есть. Здесь можно ознакомиться с разницей, с ключевыми возможностями и ограничениями данных лицензий. Поэтому по этой ссылке можно найти более подробную информацию. Окей. Поговорим про быстрый старт, про подготовку к интеграции этих решений у себя в компании и о том, что необходимо для того, чтобы начать, грубо говоря. Один из первых моментов, которые необходимо учитывать, это так называемый terms of use. То есть это не лицензионное соглашение, а некие свод правил, которые принимает пользователь, когда пытается подключиться к облачным сервисам, либо попадает под действие политик Conditional Access. Для этого необходимо первоначально сам, собственно говоря, файл с списком данных требований и правил,
Следующее – это создать политику, которая будет реагировать на данный сигнал. То есть это тоже является сигналом. Когда пользователь пытается просто аутентифицироваться, у него будет предложено ознакомиться с данными требованиями. И есть в этой политике интересные настройки. Например, можно включить функцию, которая будет в обязательном порядке требовать от пользователя не просто нажать кнопку «Да, я принимаю эти условия» и все хорошо. Ну, лицензионное соглашение мало кто читает полностью, но вот в данной политике есть возможность заставить пользователя прочитать внимательно эти соглашения. Только после того, как он проскроллит хотя бы данный файл, будет доступна кнопка «Accept», что он понял и принял. Осознал, не осознал, это уже второстепенно, но понял и принял эти политики точно. Дальше можно гибко настраивать адресата, кому адресована данная Terms of Use, кому адресована данная политика, для кого это вообще делается. То есть пользователь, например, весь став, который не имеет административных прав на Ажур портале, ему по большому счету не нужны какие-то дополнительные меры пресечения его действий, если не пытается войти куда-то, куда не положено. Или группа пользователей, или конкретно пользователь. Например, 5 человек из компании, которые имеют, к примеру, полный административный доступ к глобал-админы, так называемые, которые имеют возможность управлять политиками, либо изменять, либо удалять их полностью. Естественно, что они должны осознавать, что они делают, и вот для этих людей можно отдельно создать политику, которая будет конкретно им выдавать при каждом посещении сайта или посещении портала, им будет выдавать. Вы точно уверены, что вы хотите изменить эту политику? Вы уверены на 100%, вы осознаете свои действия, и только после того, как они нажмут Accept, после этого их перебросит Conditional Access к непосредственно выполнению определенного действия. И последнее – это определение назначения. То есть если вы даете доступ, опять-таки, выделенной группе пользователей, либо конкретному одному пользователю к приложению в Ажур-портале, либо к сервису, то это тоже является сигналом, на который будет выдано это сообщение с принятием условий. Создается это достаточно просто. Вы на портале Ажур заходите в актив директорию, выбираете в разделе «Безопасность» условный доступ и нажимаете Terms of Use. После этого вам будет предложено подгрузить файл непосредственно самих условий и провести некоторые дополнительные настройки. Например, вы можете выбрать определяемое имя, как это будет называться, там, внимание, важные условия перед изменением любых политик в обязательном порядке прочитать, ну, к примеру, либо что-нибудь более адекватное. И выбираете политику, которая будет приниматься вот конкретно в данном случае. Здесь важно понимать, что вы выбираете в обязательном порядке специфических пользователей либо группы, на кого это будет распространяться и что вы будете дальше с этим делать. То есть вы либо даете доступ, либо блокируете доступ в зависимости от того, как будет пользователям определенные действия сделаны. Пользователь увидит приблизительно такую картинку, в которой будет написано, что вы выбираете, собственно говоря, действие приложения, которое будете дальше обрабатывать. И в зависимости от того, что сделал пользователь, вы либо его пропускаете дальше, если он акцептнул ваш примерный набор требований к его работе, либо, извините, говорите, не подошло ваш ответ, пробуйте, пожалуйста, еще. Вот. Чуть-чуть про МФА. Здесь общая картинка работы, в общем, Conditional Access, то есть в левой части мы видим, собственно, сигналы, которые обуславливают срабатывание Conditional Access, то есть это может быть как устройство, application, локация пользователя, либо какие-то рисковые сигналы, которые распознаются ажуром как вызывающее действие непосредственно продолжения обработки. И 3 варианта событий. То есть либо даете доступ, либо требуете МФА, либо блокируете доступ к application, либо данным, находящихся в облаке. МФА – это мультифакторная аутентификация, которая позволяет гибко достаточно настраивать условия возникновения. То есть вы можете их назначать пользователям, группам, отдельным приложениям, то есть давать доступ, например, к Microsoft Azure менеджменту исключительно с прохождением МФА, то есть человек в обязательном порядке должен подтвердить свою личность с помощью, ну, к примеру, мобильного телефона.
И выбираете инструменты управления, то есть это то, чем и как вы будете ограничивать это действие. То есть вы можете либо настоять на определенном событии, то есть пользователь может только использовать ажур-аутентификатор, например, для генерации кода, либо только телефонный звонок, либо только СМС, ну и так далее. Чуть-чуть поговорим об общих политиках условного доступа из коробки, так называемой. То есть, когда вы активируете, вообще, когда вы входите на портале Ажур в Conditional Access, есть предустановлены 4 неактивных, повторюсь, 4 общих политики. То есть включение этих 4 политик, по мнению компании Microsoft, в полной мере защищает управление ажуром и требует МФА для следующих ситуаций. То есть это блокировка устаревшей аутентификации, рассказал чуть выше, для чего, почему, как. Требования МФА для администраторов тоже, то есть те пользователи, которые имеют админский доступ к изменению параметров, в обязательном порядке должны проходить МФА для обеспечения безопасности, так как это ключевые вещи и они влияют на жизнеспособность компании, естественно, что МФА в данном случае требуется. Точно так же требовать МФА для управления ажур, если у вас есть сервисы какие-то в ажуре, которые тоже чувствительны к взлому либо к похищению информации, естественно, они тоже должны в обязательном порядке быть защищены дополнительной мультифакторной аутентификацией. И требовать МФА для всех пользователей. То есть здесь безоговорочно для всех включается МФА, и все пользователи компании должны проходить мультифакторную аутентификацию. Есть также дополнительные политики, которые уже гибко настраиваются для конкретной ситуации. Соответственно, в данном случае это условный доступ на основе рисков. В данном случае это только для премиум P2 подписки. Здесь оцениваются риски автоматически, и можно выбрать уровень риска, то есть малый, средний, высокий и так далее. То есть, например, МФА может быть активирована только в том случае, если риск превышает средний уровень. То есть до среднего уровня можно создать политику, которая будет пускать пользователей, не влияющих на управление ажуром, либо на управление админского доступа, даже в среднем уровне риска. Также для регистрации МФА можно требовать надежное местоположение, то есть для того, чтобы пользователь смог аутентифицироваться с помощью МФА, для него будет создана политика, которая описывает определенные положения, определенные места, в которых человек может работать. То есть если у вас политика перекрывает, к примеру, офис и город, либо офис и страну, то технически пользователь может аутентифицироваться из любой точки. Если вам нужно расширить географию, вы можете создать опять-таки черный список, запретить страны, либо места, из которых вы, по вашему мнению, не должны пускать пользователей, и все остальные смогут аутентифицироваться через МФА легко и в стандартном, в привычном режиме. Это же касается доступа по местоположению. Вы можете написать политику, в которой будет обуславливаться исключительно пул адресов вашего провайдера, если вы работаете из офиса, и к ключевым точкам можете пускать пользователей исключительно из этого адресного пространства. Либо это же работает для стран, регионов и так далее. Также политика, описываемая, требуется совместимое устройство, как я говорил выше, это устройство, которое определенным образом соответствует требованиям, то есть она может быть либо доменным компьютером, либо телефоном с дополнительным приложением, либо планшетом с возможностью пройти МФА с помощью различных дополнительных средств. И блокировать доступ, кроме определенных приложений. Соответственно, вы можете дать доступ исключительно к тем приложениям, которые не несут какую-то ключевую, важную информационную нагрузку для пользователей, либо, ну, к примеру, Outlook – это почтовый сервис, который, в принципе, может иметь доступ практически все. Но к каким-то финансовым документам, либо к финансовым приложениям доступ давать, наверное, не совсем логично без использования МФА. И здесь нужно включить политику, которая позволяет использовать МФА только для тех приложений, которые важны. Далее.
один из интересных моментов при включении МФА есть так называемая аварийная учетная запись. Немногие, на самом деле, как оказалось, понимают, что это такое и зачем это нужно. И вкратце расскажу, что это. То есть, к примеру, вы создаете политику, которая закрывает доступ к изменениям в ажуре, в портале, в менеджмент-сервисе, либо в приложениях, которые будут иметь ключевые моменты для вашей организации. Соответственно, и распределяете его, например, на 4 администратора. Все эти 4 администратора в один прекрасный момент становятся недоступными. Например, так случилось, что мобильная связь в городе каким-то образом исчезла. Поломались вышки, тайфун, катастрофа, цунами, беда, печаль, форс-мажоры и другие ужасные события, которые могут преследовать в нашем мире нас ежедневно. Вдруг так случается, что все 4 администратора не могут одновременно аутентифицироваться кто-либо из них. Соответственно, у вас доступ к вашему порталу будет утерян в принципе. И для того, чтобы избежать данных ситуаций, существует так называемая аварийная запись учета, учетная запись входа в Ажур-АД, она же учетная запись так называемого ситуации разбитого стекла. То есть это когда делается не персонифицированная, не привязанная ни к одному устройству учетная запись, пароль от которой хранится в разделенном виде, например, записанный на твердые носители, бумагу, запечатанные в конверты, положенные в несгораемые сейфы в 4 разных офиса в городе. Таким образом, вы обезопасите себя от, во-первых, злоумышленника, который может поиметь доступ к конкретной учетной записи и захватить организацию, грубо говоря. И также от каких-либо действий непреодолимой силы, то есть вы обезопасили себя от того, чтобы не потерять этот пароль, потому что он дублируется. И только собрав воедино все эти части пароля, вы можете получить доступ к организации в случае критической необходимости. Эти учетные записи также должны быть исключительно облачными, они должны быть в домене microsoft.com, они не могут быть привязанными к девайсам, которые могут потеряться, поломаться, исчезнуть, уничтожиться, и они не имеют права истекать. То есть есть такая галочка в доменных структурах, что password never expires. Соответственно, в данном случае это в обязательном порядке должна быть применена политика. То есть данная учетная запись должна существовать и ни в коем случае не быть назначена на кого-либо конкретного человека, потому что люди, к сожалению, не вечные, а доступ к организации должен остаться всегда. Окей, чуть-чуть больше по базовым политикам, которые включаются из коробки. Проблокировать устаревшую аутентификацию немножко поговорили. Это запрет в аутентификации по устаревшим протоколам. Использовать только свежие протоколы и только в этом случае давать доступ. Требовать МФА для администраторов проговорили также, так как административные роли – это часто объекты атак, и потеря такой учетной записи может очень существенно сказаться на работоспособности предприятия в целом и финансовой, в частности, информации вообще. Далее, требовать МФА на управление Ажур. Здесь тоже понятно. Многие сервисы Ажура, например, вход в веб-приложение Ажур портала позволяет администратору делать практически любые изменения в любых аппликейшенов, в любых настроек и так далее. Но также является узким или тонким местом это защита Ажур PowerShell, то есть консоль, через которую можно очень гибко управлять политиками, настраивать их с помощью 4 команд, изменить ту же самую политику МФА. То есть здесь в обязательном порядке нужно включать дополнительную аутентификацию и защищать и эти точки соприкосновения тоже. И Ажур CLI, то есть консоль, через которую точно так же, как через PowerShell, можно выполнять определенные команды, которые управляют
поведением политик либо компаний в частности. И требовать инфа для всех пользователей – это выборочная политика, которая позволяет аутентифицировать либо всех пользователей, либо группы, либо защитить определенные приложения. Либо, в общем случае, не использовать или не требовать инфа, потому что если пользователь работает исключительно с Excel, то по большому счету сильно требовать от него дополнительной аутентификации не имеет большого смысла. Есть дополнительные политики, например, условный доступ на основе риска, то есть здесь можно применять действия либо регистрировать инфа, то есть если пользователь входит в не разрешенные для него, не с его уровнем доступа приложения, то здесь надо либо попросить его ознакомиться с Terms of Use и зарегистрироваться в инфа, либо в обязательном порядке сменить пароль через какой-то определенный промежуток времени. Ну, то есть если системе показалось, что каким-то образом пользователь попадает под действие политик, естественно, он может запросить ему сменить пароль, который может быть сменен исключительно с использованием мультифакторной аутентификации. То есть подтверждение придет на телефон, и только после этого можно уже дальше работать. Либо ненормальное поведение, то есть если пользователь приходит с неизвестного браузера, с неизвестного устройства, с неизвестной сети, это тоже сигнал для того, чтобы включить данную политику. Протребовать местоположение для регистрации инфа проговорили выше. Здесь можно описать только надежные сети, которые не являются, например, публичными, не являются источниками DOS-атак, либо не являются источниками потенциальной угрозы. Также требовать совместимое устройство, например, в Intune, то есть достаточно удобно реализовано в портале, вы просто ставите галочку Intune, и ваше устройство, которое включено в данную политику, будет определяться как одобренное, и автоматически с него можно будет входить. Опять-таки, есть некоторые моменты, которые в любом случае стоит учитывать. То есть две политики, которые перекрывают друг друга, они будут работать одновременно, но тем не менее политика, которая более предвзято относится к любому устройству, наверное, более предпочтительно, потому что лучше 2 раза спросить пользователя ввести ключ или зарегистрироваться в МФА, либо подтвердить свою личность, чем отнестись к этому более халатно и потерять важные данные или дать доступ дискредитирующим себя учетным записям. И блокировать доступ, кроме определенных приложений. Выборочная политика приложений тоже очень удобно. Вы можете дать к всему офисному пакету пользователям доступ исключительно через инфа, ко всем остальным, которые, к мессенджерам, к Teams, к Yammer, не знаю, к чему-нибудь еще. Можно дать доступ, не требуя дополнительных политик и не включая инфа в принципе. Да, полезные ссылки. Все это можно прочитать на документации Microsoft. В принципе, у Microsoft очень, как говорил коллега Виталий, очень полезные ресурсы есть, в которых можно почитать очень много информации, почерпнуть, и очень глубокие моменты и нюансы, которые возникают исключительно после большого срока серча, можно найти именно ответы там. Есть 3 ссылки, по которым конкретно выше сказанное про Conditional Access, про что такое Active Directory и что такое Microsoft Intune, можно найти по данным ссылкам. В принципе, у меня все. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. Хорошего вечера, всего доброго.